Судьба — подарок. В том, как человек принимает для себя неизбежную судьбу и вместе с нею все страдания, которые она ему посылает, открывается даже в самых тяжелых ситуациях и в последние минуты жизни множество возможностей придать жизни смысл. Это зависит от того, сохранит ли человек силу духа, достоинства и самоотверженность, или же в до предела заостренной борьбе за самосохранение утратить свою человечность и полностью превратиться в стадное животное, о котором нам напоминает психология узников концлагеря. Оттого осуществил человек или утратил те ценностные возможности, которые предоставили ему его ситуация страдания и его тяжелая судьба. От того, оказался ли он достоин своих мучений или нет. Не стоит думать, что эти рассуждения далеки от реальных возможностей заключенных. Конечно, лишь немногие, лишь редкие люди способны достигать таких высот. Лишь немногие сохраняли в лагере свою внутреннюю свободу, возвышаясь до осуществления тех ценностей, которые раскрывает страдание. Но если бы этому был даже один единственный пример, он все равно служил бы доказательством того, что внутренний человек может быть сильнее своих внешних обстоятельств. И не только в концлагере. Человек всегда и везде противостоит судьбе. И это противостояние дает ему возможность превратить свое страдание во внутреннее достижение. Подумаем, к примеру, о больных людях, особенно о неизлечимо больных. Я прочел как-то письмо одного пациента, относительно молодого человека, в котором он делился со своим другом печальной новостью. Он только что узнал, что никакая операция ему больше не поможет, и что жить ему осталось недолго. А дальше он пишет, что в этот момент вспомнил один давно виденный фильм, герой которого спокойно, отважно, достойно шел навстречу своей смерти. Тогда под свежим впечатлением он подумал: умение так встретить смерть — это просто подарок небес. И теперь судьба дала ему такой шанс. Когда-то много лет назад мы смотрели фильм «Воскресенье» по Толстому и тоже думали: вот высокие судьбы, вот великие люди. Ну, а наш брат не таков. Нам не дана такая великая судьба, не суждены такие взлеты. Впрочем, после окончания сеанса мы пошли в кафе и за чашкой хорошего кофе с бутербродами позабыли наши метафизические рассуждения, занявшие нас на один миг. Но когда сам встаешь лицом к лицу со своей судьбой, когда тебе самому надо решать, сможешь ли ты противопоставить ей силу своего духа или нет, тогда забываешь всякую театральность. Для кого-то из нас, может быть, настал момент, когда он снова сидел в кинозале и смотрел такой или подобный фильм, разворачивавшийся на экране. А перед его духовным взором память прокручивала другую роль. О людях, реально в своей жизни осуществивших то, о чем пыталась рассказать трогательная кинодрама, и даже гораздо большее. И, может быть, ему вспоминались детали той или иной человеческой истории. Вот, например, история смерти одной молодой женщины, заключенной концлагеря, свидетелем которой мне пришлось быть. История проста, здесь много не расскажешь, но все-таки она звучит возвышенно. Женщина знала, что ей предстоит умереть в ближайшие дни. Но, несмотря на это, она была душевно бодра.
Я благодарна судьбе за то, что она обошлась со мной так сурово, потому что в прежней своей жизни я была слишком избалована, а духовные мои притязания не были серьезны, — сказала она мне, и я запомнил это дословно. Перед самым своим концом она была очень сосредоточена. «Это дерево — мой единственный друг в моем одиночестве», — прошептала она, показывая на окно барака. Там был каштан. Он как раз недавно зацвел, и, наклонившись к нарам больной, можно было разглядеть через маленькое оконце одну зеленую ветку с двумя соцветиями свечками. Я часто разговариваю с этим деревом. Эти ее слова меня смутили, я не знал, как их понять. Может быть, это уже бред, галлюцинации. Я спросил, отвечает ли ей дерево и что оно говорит, и услышал в ответ. Оно мне сказала: «Я здесь, я здесь, я здесь, я жизнь, вечная».